Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Сегодня очень легкий рецепт выпечки, который сможет повторить даже начинающий кулинар. С пылу с жару улетает вмиг. Давайте скорее приготовим. 260 мл теплой воды, температура 36-38 градусов. 20 граммов свежих дрожжей, либо 7 граммов сухих. 10 граммов сахара. И 4 столовые ложки муки из общего количества. Это примерно 80 граммов. Перемешаем тщательно. Напоминаю, все ингредиенты для вас из граммов я перевожу в ложки и стаканы. Указаны они в описании к видео. Оставляем на 15 минут опару. За это время она станет пышной и объемной. Таким образом проверяем не только дрожжи, но и активируем их сразу. Если этого не произошло, смените дрожжи. Высыпаем смело 8 граммов соли. Вливаем 40 мл растительного масла. Использую в данном случае оливковое, но подойдет и подсолнечное. Начнем месить тесто, постепенно добавляя муку. Всего нужно 500 граммов муки. Это примерно 4 стакана объемом 200 мл. Но всегда советую муку вмешивать частями. Она может отличаться плотностью и, возможно, ее уйдет чуть больше или чуть меньше. Обязательно обращайте внимание на тесто. А оно должно быть эластичное, не слишком тугое, при этом совсем не мягкое. Держит форму, не расплывается в стороны и совсем не прилипает к рукам. Отлично. Убираем его в миску, накрываем влажным полотенцем, подождем 1 час. Так как это будет турецкое пиде, мы сделаем его с самой популярной начинкой. Кроме этой начинки, конечно же, можно использовать другую. Это я озвучу чуть позже. А сейчас натираем на крупной терке 500 граммов сыра. Кстати, этот сыр называется кошар пейнир. Обычно молодой сыр, который используют для пиццы, тостов. Можно заменить любым другим, который хорошо плавится, к примеру, сулугуни. Час прошел, тесто увеличилось в объеме. Обминаем его обязательно. Важно именно выгнать скопившийся газ внутри от брожения. Подсыпаем муку. Делим все тесто на кусочки. Пиде будет небольшое, сделаем домашний вариант. Разделим на 8 кусочков по 100 граммов теста. Кусочки обминаем в круглые шарики для ровных краев при раскатке. Складываем заготовки на стол, присыпанный мукой. Накрываем, предохраняя от высыхания. И сразу можно делать турецкую пиццу. Если тесто у вас туже, будет стягиваться при раскатке, то дайте ему 5-7 минут еще полежать. Тогда процесс будет намного проще. Тесто вновь обретет эластичность. А раскатываем тонко. Затем смазываем поверхность теста растопленным сливочным маслом, отступая от края. И также отступая от края распределяем сыр, который заранее мы натерли на крупной терке. Подворачиваем бока, надежно склеиваем уголки лодочки. Но кроме сыра можно использовать обжаренный фарш с луком, по желанию сдобрить также сыром. Можно взять отварное мясо, смешанное с тушеными овощами или сладким перцем. А хотите в сырную начинку, добавьте желток яичный прямо в центр. Но не сразу. В моменте покажу, когда удобнее. Проверьте надежность склеивания всех углов, чтобы они не разошлись при выпечке. И то тесто, которое оказалось у нас сверху, смазываем еще растопленным сливочным маслом. Отправляем в духовку. Температура в духовке максимальная. Нагрев у меня верх и низ. Пока первые пиде у нас пекутся, делаем вторую партию. Все очень быстро и просто. И безусловно вкусно. Так как пиде пекут в печи, обычно температура там, конечно же, не выставляется. А время в духовке 7-10 минут. Выставляю максимум 250, но бывает и больше. Как только тесто зарумянилось, можно доставать.
Вот и сейчас можно добавить желток, как я говорила, либо целое яйцо, по примеру хачапури, добавить и еще на минуту отправить в духовку. Взгляните, разве такая аппетитная выпечка может быть невкусной? Пиде принято разрезать ножом на кусочки. Так и сделаем. Как же это вкусно! Тесто тонкое, с хрустящей верхней коркой, пока горячее. Внутри нежный воздушный мякиш и много вкусного сыра со сливочным маслом. Едим горячие. Приготовьте сами, не пожалеете. Пока!